Друзья, меня зовут Андрей, вы на канале Гусаров. Сегодня мы продолжаем играть в Karma's Dark World. У нас третий акт, называется Фасад. И пока я тут начинал, я увидел, что здесь есть загадка. Давайте мы начнем с нее. Так, у нас есть какой-то круг и полукруг. Ромбик и звезда, треугольник и шестиугольная фигура, квадрат и квадрат. И получается... Непонятно, что получается, но возможно... Смотрите. Возможно, нужно использовать... Или не возможно. Ну, я думал синяя. Потому что там идет, смотрите, 3 угла, потом 4, потом 5. Но во второй фигуре там нет 2 угла. Поэтому не ясно. Ну, давайте нажмем на синюю все-таки. Она мне почему-то больше всего нравится. Спасибо. Ладно, ну давайте начнем третий акт. Все улики указывают на Фреда Эберта. Действовать надо наверняка. Бюро мысли наверняка скоро узнает о том, что я самостоятельно веду расследование. Так, а почему здесь только его статуи, все вот эти 6 подряд? В себя он как-то верит. Так, это его кабинет, правильно? Но его нет. Давайте, пока его нет, осмотримся. Пароль. Пароля мы не знаем. Время какое-то. О, привет. Следишь за мной? Что это? Какая-то кнопка не работает. Так, а здесь на что? Не хватает книги. Здесь он кого-то вырезал. И почему-то себя он... Можно открыть, смотрите. Что там? Фотография Фреда. У меня есть фотография Рэйчел и Фреда. Так, фотография Фреда Эберта, на ней красный нарисован крест, а на обратной стороне написано слово «лихорадка». У Фреда лихорадка была? Так, отдел пропаганды Левиафан, 28 апреля 1976 год. Возможно, это будет пароль. На днях шеф Фред объявил, что инвестиции в исследование дизайна будут увеличены. В то же время шеф отметил, что у истоков этих исследований стоит не он. На первый план вышло имя его старого знакомого, профессора МакГоверна. Это наш отец. Шеф рассказал о своей давней совместной работе с профессором МакГоверном и выразил мнение, что если бы не тот злополучный трагический взрыв, то профессор и его дети, на которых он оказал глубокое влияние, непременно внесли бы значительный вклад в развитие компании. Наш отец и есть тут профессор, получается. Книга. Фред Эберт, великий вождь, светоч науки. А он типа самый главный здесь, что ли? В Левиафане. 2.35. Лифт. Мне надо музыку запомнить, потом ее наиграть. Я уже забыл. Эта кнопка не работает. 2.35. Подожди, реально надо музыку наиграть? Вы чё? Я же это не сделаю. Здесь 3.05. А, или может надо выбрать? Четыре 15. Они, кстати, все похожи. А это вообще какая-то короткая.
Но начало у них одинаковое. Так, давайте попробуем вставить эту книгу. Подожди, а сколько по времени здесь? 2:35. Здесь 3:05. Так, включим свет, прочитаем бумажку. Неотправленное письмо. Верному инспектору бюро мыслей Дугласу. Господи боже, неужели в компании даже часовщика нет? За столько месяцев я черт знает сколько раз звонил в этот отдел техобслуживания, но там либо не берут трубку, либо отвечают, что у них нет рабочей силы. Как вы думаете, люди так вообще разговаривают? Предыдущий ремонтник снял с моих настенных часов стрелки, сказал, что заменит на новые и заверил, что зайдет через несколько дней. Слушайте, уже больше месяца прошло, а никто так и не пришел. А теперь даже телефон не подключается. Таких низкопробных врунов-ремонтников нужно наказывать по всей строгости. Помню, он говорил, что его зовут Джулиан. Я даже приближаться к нему не хотел. Так от него воняло. Если вы пойдете в отдел техобслуживания и спросите, то легко найдете его. Кстати, вы мне скажите, когда у вас появится время ко мне зайти, из компании прислали коробку новых сигар. Так, понятно. А что у нас по времени-то? Надо найти стрелки и поставить время. Мистеру Дугласу, верному инспектору бюро мыслей, я, Ганс Мюллер, под своим настоящим именем сообщаю, что Фред, начальник научного отдела института Уинстона, берет взятки. Я сам был свидетелем множества случаев, когда Фред получал от других такие запрещенные предметы, как сигары и красное вино. Если вам будет удобно, вы можете меня найти в канцелярии исследовательского института Уинстона, и я покажу фотографии в качестве доказательства. Все ради Левиафана, желаю всем успехов. Получается, он узнал, что он узнал, и что-то с ним по-любому сделал, раз эта бумажка у него в кабинете. Так, это открывается? Нет. Подожди, а что мне делать-то? Тут же ни хрена нет. А где тап? Нет тапа. Так, у окна что-то видно? Ничего не видно. Так, у нас есть только пароль. Единственная цифра это у нас 2876. Двадцать восемь 76. Если 76 28. 1976. Так, 2804. 0428. Хорошо. Хорошо, ничего хорошего. У меня есть фотография. Зачем я ее забрал? Том 4, кстати, подождите, надо, может, по порядку? Давай ты первый. Так, где том 2? Вот он. Нехило, кто-то, мать. Мать видит тебя. Это мы уже видели в прошлой серии. Так, вторая книга, давай. А это получается третья? Или надо нажать на другую? Будет третьим. Все? Мы так кого-то вызываем или что это?
Как будто ничего не произошло. Так, подожди, давайте, если там Фред придет к нам, давайте мы сделаем вид, что мы не лазили у него в столе. Закроем все. Так, а что делать-то нам? В порядке правильном не получается. Надо какой-то другой порядок, значит. Все, лифт больше не открывается. Так, нужно какой-то порядок звучания нам. У нас есть часы, которые идут в порядке там 2, 3, 4. Если начать, например, с этого, мы же не знаем, сколько здесь времени. И нам нужен пароль, кстати. Пароля здесь нет. А может 1984 пароль? Может быть такое? Давайте попробуем. 1984. Нет, так не работает. Снова мать летит. Мать, может ты подскажешь мне, что делать? Так, я по-любому что-то упустил. Здесь нет цифр. Здесь только выделены настенные часы. А здесь было пусто. Так, а сверху у нас что? Одно и то же, да? А почему это отзеркалено? И там тоже. Непонятно. Смотрите, вот это самое короткое. Подожди, если посчитать их вот эти звоночки. По времени. И вставить их в пароль. Давайте начнем с самого... с 2 часов. Вот здесь было 9. Так, первая девятка. Здесь 8. 9, 8. Здесь вроде 5 я насчитал. Да, здесь 5. 9, 8, 5.
Здесь 9. Давайте 9, 8, 5, 9. 9, 8, 5, 9. Нет. Тогда получается давайте 9, 8, 9, 5. 9, 9, 8, 5. А чё нет-то? 9, 5, 8, 9. Так, ну, допустим, это порядок какой-то. 2:35 это самое маленькое время. Здесь 3:05. Здесь 4:15. А здесь времени нет. Я ничего не понимаю. Девять, 8, там 5. Может не 9? Или не 8? Короче, я посмотрел. Тут эти звоночки, это вроде как их время звенит. Давай сейчас я попробую проверить это на вот этом. Смотрите, здесь 2:35. Он звенит 2 раза такими звонкими, это часы. Потом он 2 раза звенит двойными, это по 15 минут. И сейчас 5 раз он звенит, чтобы добавить еще 5 минут. И получается 2:35. Здесь по звонкам получается 1:50. И это пароль. Что? Вот так вот. Все. Ни хрена не понятно, я бы никогда бы это не понял. Так, они здесь сидели в конце предыдущей серии. А вот он спит. У него только его фотографии здесь висят. А это я. Фотография Дэнни. А ты что, умер? Он реально умер. Официальный отчет комитета «Золотая лихорадка». Номер документа такой-то, классификация совершенно секретна. По порядку указаний Союз Советских Социалистических Республик Фред Эберт и кто-то там в 1945 году собрали группу «Золотая лихорадка». Первоначальной задачей команды в период последовательного восстановления был сбор и расшифровка секретных документов в целях действия восстановления страны. Так, отчет документа 1949 года. Группа «Золотая лихорадка» обнаружила несколько спрятанных исследовательских лабораторий побежденных наций в 800 метрах под институтом Уинстона. Все сотрудники и оборудование лаборатории были уничтожены неизвестными существами. Группа использовала гигантское магнитное поле, чтобы запечатать кратер, но из-за него начала вытекать неизвестная черная жидкость, получившая кодовое название «Дазайн». Это вещество обладало ярко выраженными свойствами чистой энергии и значительными возможностями по уменьшению энтропии. После этого группа «Золотая лихорадка» начала углубленное исследование вещества и приступила к исследованию нового мирового плана. Прогресс в исследовании в 1953 году. Фред Эберт и кто-то там предложили использовать Дазайн в качестве источника энергии для перезапуска нового мирового плана для побежденных наций. СССР одобрил предложение кого-то там, и исследование по проекту «Мать» был дан официальный старт. Так, 65 год. 12 ученых из группы «Золотая лихорадка» сформировали комитет «Золотая лихорадка», используясь результатами исследования по проекту «Мать», совместно руководили и управляли восточно-германской экспериментальной зоной. Была официально создана технологическая компания «Левиафан», институт Уинстона перестроил, и его первым директором был назначен кто-то, а Фред Эберт стал начальником научного отдела. 66 год. В ходе исследований Дазайна у директора и Фреда Эберта и кого-то еще произошел несчастный случай, в котором пострадали дети. Наверное, кстати, дети это мы.
К счастью, обошлось без фатальных последствий. 68 год. Фред Эберт сообщил, что кто-то там первый, кто-то там второй скрыли правду о несчастном случае во время исследований Дазайна, в котором пострадали дети кого-то из первого или второго. Фред Эберт и агенты Левиафана посетили дом кого-то еще и обнаружили, что он мертв, а никого нигде нет. Так, дети кого-то, наверное, кто-то умер, были взяты под опеку корпорации Левиафан. Примечание. Этот отчет подробно описывает основные события и ход исследования группы «Золотая лихорадка» с момента ее создания в 1945 году. Упоминаемое в отчете черное жидкое вещество Дазайн и связанные с ним результаты исследования имеют важное стратегическое значение. Расследование инцидента, связанного с кем-то и его семьей, продолжается, и корпорация Левиафан будет оказывать всестороннюю помощь. Я что-то прям устал читать, это запутался во всем там. Так, ты умер. Я видел кровь. Черт, он умер, я опоздал. Тот, кто его убил, должно быть и стоит за всем этим. Так, вторая часть фотографии. Это наша мать и отец, это... Свет включим. Так, а здесь у нас что? Давайте начнем с этого угла. Это мы видели, это украл Шон. А здесь не хватает фотографии. Подожди, что не хватает? Шон. Здесь Рэйчел. Диктофон. Бумажка. Уважаемый мисс Шон Мендес, рассмотрев ваше заявление на оценку травмы на рабочем месте, мы недостаточно... А, это мы читали. То, что его сделают прогульщиком, это мы читали. Так, здесь Шон, Рэйчел. Как они связаны? Они связаны, наверное, со мной. Фотография особого шлема для погружения в разум. Расписание смен. Или подожди, я, наверное, вот здесь вот. Хотя, может, я вообще нигде. С того дня, как компания отправила меня сюда на расследование, я был безумным наблюдателем, безучастным наблюдателем. Подозреваемые умирали один за другим, а убийца отлично знал об операции по погружению в разум. Но почти каждый раз убийца специально оставлял меня для подсказки, приглашая зайти еще глубже. Encouraging me to delve ever deeper. I don't know if it's a trap or... Там уже новый текст начался, где он? But now I can trust no one. Я не знаю, ловушка это или нет, но теперь я могу проверять, никому не могу доверять, даже компании. А что это? Почему что-то заиграло? Я, видимо, правильно вставил? Получается, Рэйчел должна здесь лежать? Или вообще нигде? Рэйчел смелая женщина, которая думает своей головой. Противник достойный уважения. И ее память — это та причина, по которой я снова здесь. Ради Лукаса она договорилась об условиях с Фредом и тем профессором. Она правда им доверяла. Хоть ей не пришлось поплатиться за свою жизнь. Жаль. Так, а с кем, получается, связан Шон и Рэйчел? Наверное, с профессором. Хотя, наверное, он перекрестие. Наверное, ты. Что произошло, вы слышали? Не, значит, это не он. Значит, реально профессор. Так, мне нужна какая-то новая фотография, что ли? Кого-то третьего? Кстати, этот стол открывается здесь? Вроде нет. У тебя ничего больше нет? Level B. Или я неправильно вставил вот это?
Так, ну записки Лукаса, это по-любому сюда. А здесь маленькая девочка. Дизайн. Он расширялся. С кем был связан вот эта штучка? Диктофон. Ну пускай, если это перекрестие, то это, наверное, не работает. Поэтому вставим нашего отца. Керамическая кружка со следами губной помады. И что, все, мы уходим? Нет, там лифт не работает еще. Может, это как-то совместить фотографии? Я могу это сделать? Это взять. Golden Rush написано, правильно? Золотая лихорадка. Так, мать и тут летает. Здесь я уже осмотрел. Здесь только Фред. На каждой стене он. Так, ладно, давайте вставим сюда все-таки фотографию этого профессора и будем на этом заканчивать. Очень, сказать, сложная серия, странная, ничего не сделали. Но вот, на этом мы и закончим. Если вам понравилось данное видео, то ссылка на плейлист прохождения будет в описании. А вы пока подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. А с вами был Андрей. Увидимся мы с вами в следующей серии, ребятушки. Всем пока.